люди с крестиками. О, это эти игры кальмаров, короче. Только там были треугольники, а здесь, соответственно, крестики. Ладно, игра в кальмаров. Канале, всем привет, с вами Бояра. А это игрушечка под названием Bubble People. Видимо, люди-шарики. Это какой-то небольшой кликер. Вышел буквально пару дней назад в Стиме. Поэтому с воскресенья, трэш и угар. Заполняем, так сказать, плейлист альбома. Ты не забывай подписываться на канал, ставить лайк, дизлайк, комментировать. Поехали. Я так понимаю, тут надо тыкать. Самое, что интересно, тут надо тыкать долго. То есть не просто тыкнул. Вот, видишь, тыкаю просто мышкой. Так не работает. Надо нажать и держать. Ага, что? Окей, это что? Кого-то нужно подслушать. Я не понимаю, что нужно делать, но окей, давайте тыкать все подряд. Включить свет, ага, окей, хорошо, свет включили. Да, свет включили. Никакого перевода нет. Кто-то спит, смотри, раннее утро. Да что это такое? Что это обозначает? Смотри, это обозначает, глаза открыл, один приоткрыл, один закрыл, улыбнулся и оля. Что надо делать? Так, звоночек. Что? А, булб. Что? Что? Что происходит? Я не понимаю, что происходит. Что они говорят? Что они говорят? 3 закрытых глаза, 3 открытых глаза. Точка. Это какие-то задания? Настройки на правую кнопку. Великолепно. Люди ходят, что-то общаются. Короче, это мы сидим, думаем о чем-то. Колоночка. Включили. Я так понимаю, тут нужно просто натыкивать. Вот я вижу колоночки, да? Ну да, это, видимо, задание. Пульк-пульк. Ну это попиты. Попиты. Попитываем. Воу, воу, народ танцует. Это... Смотри, это утренний парк. Кто-то пробегается, кто-то вот мусорку вижу, кто-то недоволен, кто-то в очках. Тут народ тусит. Это, смотри, это какой-то, получается, актер. А это, судя по всему, эти, знаешь, которые по утрам в парках делают йогу, вот эти вот все. Давай им заберем музыку. Нефиг слушать по утрам музыку, слишком громко. Я не понимаю, в чем прикол, но я тупо тыкаю по колоночкам. Где-то еще одна колонка должна... А, вот она. И еще где-то одна должна быть. Где-то играет колонка, где-то играет музыка, но я ее не вижу. Ну вот это, судя по всему, задание. Хорошо. Где еще одна колонка? А, вот она. Все? Да. Что, великолепно или что? Что обозначают эти картинки, я не понимаю. То есть он уснул, опять пошел и следующее утро или что? Вот это что-то ведь должно обозначать... Наверняка. Возможно, тут нет какого-то перевода, но я серьезно не понимаю. О, внимание! Так, к нам пришел друг. Хорошо. Привет, дружище, что с тобой случилось? А, у меня так болит сердце, но я так рад, что увидел тебя и сердечко. Как мило. Флиппет! Что это значит? Влюблен или что это? Окей, хорошо. Я реально не понимаю, что тут происходит. Короче, на время сердечко, все окей. Ладно. Ладно, так, итак, у нас задание. Смотри, откачать воду из пруда, опять найти колонки, найти каких-то лягушек и уточек. Хорошо. Я проснулся с 3 сердцами, открыл глаза, посмотрел налево-направо и посмотрел на часы. Снова открыв глаза и посмотрев в разные стороны, я увидел, что время уже 3. Что такое происходит? Как я мог опоздать? Сумбур в голове. И нужно срочно откачивать воду. И вот лягушки. Ага, окей. А почему цвет меняется? Вот уточки вижу. Кря-кря-кря. Кря-кря-кря. Мы ломаем зачем-то почему-то пруд и цвета меня... Это загрязненная вода. Смотри, это сбросы из города, короче. И мы помогаем. То есть тут на самом деле можно просто держать на самом деле кнопку и даже ее не тыкать. То есть мы убираем уточек из грязного пруда, потому что пруд очень грязный. Его, видимо, кто-то запрудил, загрязнил. И поэтому мы убираем отсюда всю живность, чтобы не надо в центральном парке, особенно когда грязная вода, чтобы водились уточки.
Где еще уточки? Вот вижу еще лягушечка, вот еще уточки. Пошли, 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 пошли. И вот лягушечки, лягушечки, лягушечки. Так, теперь ищем колонки. Раз колонка, два колонка, три колонка. Ну, в принципе, ну, знаешь, это игра песочница. Ты сам себе придумываешь сюжет и сам попитами работаешь. Где еще? Еще где-то. Где-то еще... О, йога сидит, смотри. Тут, кстати, ничего не приближается, ничего не отдаляется. Йогу увидел, еще одну колоночку увидел. Но это обычный кликер получается, то есть point and click. Ты ищешь и кликаешь. А где? А вот уточка. А вот в самом центре уточка же. Вот еще насосная станция, конечно же. И еще одна насосная станция, как я ее сразу не заметил. И где-то осталось что-то очень маленькое. Возможно, это либо лягушечка, либо уточка где-то, короче, спряталась от нас. Давайте ее искать. А я не вижу ее. Ну да, нам нужна либо лягушечка, либо уточка. Где она может быть, я не понимаю. Ах, вот они, вот они, вот они спрятались. Ну да, конечно. Great, все отлично, говорит мне игра. Я опять открыл глаза, сердце заболело, я услышал шум и побежал. А там встретил своего друга, и мы с ним улыбнулись и переглянулись. Отлично. И вот он снова, друг, пришел, привет. А это любовь, это мы подругу встретили, судя по всему, голубую подругу. Хорошо. I think it's okay, я думаю, это хорошо. Итак, я поехал в поезде, набрал телефон, и никто мне не ответил. Ну да, я держался за поручень, ходил туда-сюда и оглядывался. Я слушал музыку в наушниках и ничего не отвечал. Мне позвонил телефон. Или это, знаешь, вокруг него все начинают говорить по телефону, бла-бла-бла-бла-бла, да, бла-бла-бла-бла. Я говорил по телефону, и опять услышал очень громкий звук, который мне надоел. Поэтому мы должны найти людей, которые разговаривают по телефону. То есть мы едем с утра в поезде в метро, и нам очень мешают люди, которые громко разговаривают по телефону. А бывают, знаешь, такие люди, которые очень громкие. Вот, кстати, все, да? Все, да. Отлично. Я снова закрыл глаза и попытался уснуть. И мне пришло счастье. Отлично. It's noisy outside, mother. Это настолько... как сказать, назойливо, мама. Окей, так, теперь мы пошли покушать, судя по всему. Это мы пошли покушать, и чтобы восстановить здоровье. Мы оглядываемся влево и направо. Моргнув, мы увидели, что много еды — это полезно для сердца. Я не знаю, что это значит, но тут, короче, надо птички, кондиционеры и человечков. Так, окей, человечки, бездельники, понятно, бездельников, вот они, птички, кстати, голуби. Я не понимаю, зачем мы это делаем и почему, но, знаешь, это такая убивалочка времени. То есть сперва нужно уточек убрать, потом уже кондер, короче, точнее, вытяжку. Так, где люди еще, которые ничем не занимаются, вот они. Возможно, я на самом деле не понимаю глубокий смысл этой игры. Но как просто убивалочка времени, почему бы и нет, она имеет место жить. Мне, кстати, эту игру посоветовал один из моих подписчиков. Спасибо тебе. В принципе, забавно, знаешь, ну так чисто... Просто непонятен, если ты понимаешь суть этой игры, пиши в комментариях, потому что я ничего пока не понимаю вообще. Я что-то тыкаю, я что-то делаю, я ищу еще, видимо, человечка одного. Я ищу, видимо, где-то птичек. А вот они, кстати, птички, это воробьи, чирик-чирик. Возможно, это история про чувака, которому не нравятся громкие звуки, потому что, видишь, мы то убирали уточек, то убирали колоночки. То есть все громкие звуки его напрягают очень сильно, и он просит избавиться от них. Возможно, как-то так это работает. Где-то еще кондер есть. Где-то еще птички сидят. То есть нам надо смотреть, короче, смотри, нам надо искать громкие звуки. И там, где громкие звуки, там, собственно, и надо убирать. Пока никого больше не вижу. Этот недовольный ходит. Все, а я больше никого не вижу. Еще где-то кондер есть. Что-то очень маленькое где-то сидит. Что-то где-то очень маленькое и незаметное. Из чего-то того, чего я не вижу. Скорее всего, где-то сидит птичка, которую я, соответственно, не вижу совершенно. И где она может быть, я не понимаю. Может быть, где-то человечек сидит, которого, опять же, надо кликнуть. А я не вижу. А вот она, птичка, затесалась. Окей, хорошо. Да, все, сердцебиение пришло в норму. То есть он стучал, нас все напрягали. И все пришло в норму, хорошо.
Все, мы успокоились. Либо умерли, я не знаю, потому что сердцебиение сперва было, потом исчезло. Но, скорее всего, мы просто, наконец-то, успокоились, и сердцебиение пришло в норму. Да, все хорошо. И мы улыбнулись, все отлично, хорошо. Видимо, миссия выполнена. Human experiment. Эксперимент на людях, хорошо. Или человеческий эксперимент. Так. Это шприц, это кастет, а это подожженная шапка Дамблдора, наверное, какая-то. Хорошо. Мы, получается, оглядываемся в поисках друга. Это, видимо, очень много людей, да, действительно. Я опять моргнул. И улыбнулся. Окей, и нам нужно, опять же, искать людей и колонки. Это выставка какая-то, выставка экспозиции, непонятные жирафы. Кстати, это Hollow Knight, демон, полый рыцарь. Смотри, вот это он точно, это точно он. Вот, людей избавляемся. Потому что они нам мешают. Они все нам мешают. Все абсолютно нам мешают. Всех людей нужно убрать отсюда, потому что мы хотим побыть наедине. Мы любим социальную дистанцию. Ребят, соблюдайте социальную дистанцию. Нужно быть в одиночестве, знаешь. Такие вот... это как сходить в картинную галерею. Знаешь, когда ты смотришь, наблюдаешь, любишь живопись и тишину. А они все мешают, они начинают галдеть, под руку тебе говорят: о, это Айвазовский, о, это Ван Гог, это вот все. Это нет, так не работает. Так, все, колоночки теперь убираем. Ищем звуки. Ищем посторонние звуки, которые нам не нравятся, соответственно. Все? Еще где-то, а вот еще две. И еще где-то, вот. И вот. Все. Еще где-то одна. А, вон еще люди стоят. Все окей. Отлично, говорит нам главный герой. Наконец-то я могу в одного посидеть. House Freedom. Свобода хаосу? Серьезно? Освободите хаос? Что? Что? Люди с крестиками. О, это эти игры кальмаров, короче. Только там были треугольники, а здесь, соответственно, крестики. Ладно, игра в кальмаров. Ну да, действительно, смотри, толпа народу. Мы оглядываемся. Очень много людей смотрит на нас, и мы улыбаемся. Это пробка. Все начинают друг на друга орать. Мы опять же должны всех буянов разогнать и все машины разогнать, потому что мы хотим быть в тишине. Поэтому давайте попыты устраиваем. Попыты и игра в кальмары. Окей. А тут все можно, смотри, зачистить. То есть все полностью зачищаем. Остается только одни маленькие... Короче, это игра, скорее всего, про интроверта, который вообще не любит социум и общаться с людьми. Возможно, это как-то так. Я не знаю, потому что, говорю, очень... Так, ребят, ну-ка отсюда кышься. Потому что сюжет вообще не ясен. Никаких предпосылок, никаких объяснений. То есть ты сам себе придумываешь сюжет игры. Видимо, это как-то так работает, потому что я пока не понял ничего. Так, ребята, давайте, все, пробку разгоняем. Короче, мы отличный ДПСник, на секундочку. Мы просто регулировщик, разогнали всю пробку. Все, видишь, довольны, сразу все хорошо. Можете переходить дорогу, если сможете. Все? Гениально! Вот, смотри, за короткое время, всего лишь за 3-3-3, за 9 часов мы разобрали всю пробку. Не все бы так справились. Отлично, у нас есть идея. 3 сердечка — это хорошо, это... 3 сердечка — это главное... А, вот. Опять пришел, смотри, он говорит: а где все люди? А, так они все говорили, шумели, а я их всех, короче, разогнал, говорит наш главный герой. Ну, я люблю людей, как жить без людей? А люди — это шум, гам, это вечный разговор, это сэд, ну, короче, это грустное лицо, тильтование. Но без людей я тоже грустный. Поэтому я пошел подумать о чем-то, подумать, я не знаю, о чем он будет думать. Quiet, тишина называется. Хорошо. Я не знаю, кстати, вам видно, нет ачивки, но почему-то игра не захватывается вместе с ачивками, не знаю. Итак, мы начали думать о том, что мы с другом, видимо, расходимся во мнениях. Друг говорит нам, что мы дурачок. Да. Ну, мы разговариваем с другом, и опять, скорее всего, люди нам мешают в этом. Да, вот мы... Он, короче, разговаривает с нами, говорит, а нам это не нравится, потому что нас подслушивают люди, а мы как интроверт, хотим уничтожить людей, ну, в смысле, не уничтожить, а убрать их из нашей социальной дистанции, так сказать. Бла-бла-бла, мы говорим, а люди все копятся, смотри, они пытаются подслушать, возможно, у нас есть какие-то секреты, которые мы не хотим раскрывать.
Мы разговаривали, слушали, разговаривали и общались. Очень странная игра, я вам скажу, короче. Ну, короче, наш друг, походу, нас опечалил, и это очень плохо. Надо скорее отсюда сваливать, потому что здесь какой-то круг. Возможно, это... у нас тут получается... Да, разговоры ни о чем. У нас тут получается это... Последнее кольцо в королевской битве. А, мы должны разговаривать были, ё-моё. Нам надо было разговаривать, а не людей, короче, убирать. Они ругаются, судя по всему, они ругаются, а это зеваки, которые за нами наблюдают. Типа такие, о, ругаются, давайте посмотрим, сейчас на телефон снимем, сейчас они драться будут, в ТикТок запилим. Ну да, сердцебиение улучшилось, мы успокоились. Главное убирать людей и общаться без свидетелей, потому что возможно, все-таки это свидетели, которые потом в ТикТок нас отправят и будет там хайповать на наших кознях и дразнях. А, вон как это быстро делается. То есть, возможно, здесь есть какая-то логическая суть. Вот что вот это вот что вот здесь вот написано? Что? Придумай игру сам? То есть ты тупо попитываешь, то есть разговор ни о чем. Все, я устал, я закрыл глаза, мы поссорились, мы очень сильно поссорились, мы колоссально сильно поссорились, все. Мы больше не друзья. Да, пошел нафиг, вот тебе крестики, а я доволен оказался. Вот как это так? Как это работает? Все. Все, мы из жизни исключили еще и своего друга. В итоге мы пошли спать, солнце село. Это сны, я так понимаю, наркоманские какие-то. Broken Heart Syndrome. Синдром разбитого сердца. Окей. Ну да, мы либо это друг, либо это подруга, с которой мы поссорились. Она любит людей, социум, а мы не любим, мы интроверт. Да, все. Ну все, синдром разбитого сердца. Мы грустные, протерли руку лицом, закрыли глаза и думаем, мы хотим сыграть в пинг-понг, но мы очень грустные и будет играть очень плохо. Идем по дороге. Убираем машины, потому что они нам мешают. Ну, у нас синдром широкой спины. Нам машины, короче, очень мешают. Убираем всех на своем пути. Они мешаются. Кстати, рука у нас меняется каждый раз, когда мы что-то... Лягушек тоже убираем. Я так понимаю, это надо на скорость делать, да? Потому что если мы не успеем, мы очень расстроимся. Колоночки тоже убираем. Ну, сюжет, в принципе, начинает проглядываться. То есть был интроверт, который не любит громкие звуки, не любит социум, не любит, когда все ему мешают, все подслушивают, рядом ходят, веселятся. Потом он встретил то ли друга, то ли подругу, которая любила людей. Не успеваю. Но в итоге его внутренний голос сказал, что раз она любит столько людей, я не могу с ним общаться. Это повторяется, окей, хорошо. То есть в любом случае мы бы успели. Людишек тоже убираем. Это этот шаолиньский монах, кстати, был, который там йогой занимался. Почему это все происходит на улице вдоль дороги, непонятно. Цветочек. То есть он все-таки решится взять цветочек. All the way out west. Все дороги идут на запад. Да, на запад. Все дороги идут на запад. Это какое-то выражение. Итак, мы хотим все-таки пересмотреть свое мнение и, видимо, помириться с ней. Я думаю о том, что ни о чем не думаю. Вообще ни о чем не думаю, мозг не работает. Ну, просто пустота в голове полнейшая. Я огляделся еще раз. И еще раз огляделся. Я не знаю, куда идти. Поэтому буду собирать цветы, да, видимо? Да, видимо, цветочки надо собирать. То есть он все-таки решился собрать букет цветов для своей любимой. И внезапно оказался посреди улицы, посреди дороги, и собираем снова цветы. Бесцветные, причем цветы нужно собирать. Или все подряд. Почему вот этот не собирается? Нет, они не собираются, кстати. То есть он в итоге влюбился в нее, либо в него, я не знаю. И решил собрать все цветы в мире, чтобы загладить свою вину. Жизнь его наполняется яркими красками. Какая дичь. Кто придумывает такие игры? Они, конечно, забавные, прикольные. Это так, знаешь, кликер на один там часик, на один вечер. Она сейчас в Steam, кстати, бесплатная. По названию можете загуглить в Steam и скачать, поиграть разочек.
если понравится, но здесь должен быть какой-то глубокий смысл. Возможно, я его до конца не понимаю, но если вы его понимаете, то обязательно пишите об этом в комментарии. Да. И он решил засадить цветы везде или собрать их? Я не понимаю. То есть везде, где мы были, теперь мы собираем цветы. Либо это цветы после трупов, которые мы... Короче, это знаешь, мы же здесь везде геноцид устраивали. То есть мы людей отсюда везде убирали. Возможно, это цветочки на их могилках, я не знаю. Одно из двух. Я не знаю, сколько игра на самом деле идет, но вот уже серийка подходит к концу. Давайте попробуем посмотреть, может быть, все-таки успеем полностью ее пройти. Потому что я видел, что писали, что она проходится минут за 20, за 30 на самом деле. Кто-то и на час ее растягивал, но это, видимо, сверхумы, которые пытались максимально вникнуть в суть игры. Ну да, мы теперь грустим. Видишь, для нас никого нет вокруг. Для нас вокруг все люди это цветы. То есть мы настолько опечалены теперь жизнью, потому что мы одни, подруги нет, друга нет. И мы хотим собрать для нее цветов. Ой, как много цветов. Причем собирать надо все или только цветные, я вот не понимаю. Потому что вот там в клумбах только что они были неактивны. Тук-т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 ук. Я на самом деле не знаю, есть ли смысл вообще полностью ее проходить. Возможно, возможно. Ну, не знаю, посмотрим. Я, короче, натыкиваю цветочки. Видимо, да, только вокруг пруда надо цветочки собрать. Потому что те вот в клумбах не были активны. Ну, сейчас посмотрим. Они бы еще, знаешь, как-то выделялись цветом. Так, а здесь что такое? Здесь йога у нас проходила в самом начале игры. То есть мы дошли от обратного. Мы пошли обратно и вернулись в самое начало игры. Здесь мы сидели и уничтожали колонки, которые нам не нравились, которые нам мешали жить и отдыхать спокойно на лавочке. Все? Сердце все-таки разбито. Сердце не залечено даже цветочками. Search Master. И в поисках мастера какого-то. Я пришел домой и начал смотреть на звезды. Я уснул. Я какой-то офисный работник, получается. То есть, видишь, я сижу в офисе, вокруг меня какие-то макеты. Я дизайнер и архитектор. Вокруг меня макеты домиков всякие. Это какой-то шар. То ли планета, я не понимаю. Ах, вот так вот. То есть сейчас надо вообще все убрать. А как? То есть жизнь разрушена. Или что? Мы погружаемся в чертоги своего разума, сознания. Мы падаем в пропасть. Это, знаешь, бывает, когда от безысходности, когда ты слишком грустный, все для тебя кажется ничтожным. То есть пропади оно пропадом, пусть весь мир взорвется, пусть уничтожится весь мир, когда тебе плохо. Ну, кстати, бывают такие ситуации, да, то есть получается, что вселенная для тебя рушится полностью, видишь, он не может забыть друга или подругу, без него у него пустота абсолютная в душе и в голове, и рушится весь мир для него. Да, все мысли только о ней. Либо о нем, я не знаю. Тут бесполые существа. Так скажем, о любви. О любви. Это история одной любви. То есть как-то, видимо, так это происходило. Что это падает? Что-то падает. Это глобус или это вот его шарик, который у него стоял на рабочем столе? Ну да. Это какая-то копилка сознания или, я не знаю, какой-то шар с душами. Outer Space. Открытый космос. The End, вот так внезапно. Да. Кто понял, тот понял. Я ничего не понял. Луизия, Fun, Just Bubble People. Тут есть, короче, еще бесконечный режим. Вот он, бесконечный режим. Видимо, сюда он перейдет. И вот здесь почему-то пусто. 5-е, 6-е, вот почему здесь пусто. А что в бесконечном режиме?
Ну это стресс, это, попиты, короче, попиты, чтобы, знаешь, стресс снимать, просто берешь и попитуешь. То есть они будут появляться, да? Тут тоже можно менять, окей. Это игра антистресс теперь началась бесконечно, то есть мы тупо попитуем все что угодно до бесконечности. И... На самом деле можно либо нажать держать, либо ты просто держишь и водишь мышкой. Еще есть уточки. Уточки это прикольно. Кря-кря-кря, все хорошо. И, конечно же, лягушки. И да, фишки. Ясно, понятно. Вот, в общем, такая вот. И как выйти в меню? А как выйти в меню? Ага. Вот. Короче, вот такая вот игрушечка. Bubble People называется. То есть люди, воздушные шары, либо пузыри, пузырчатые люди. То есть история была такая небольшая о любви. История была о любви, каждый должен вынести из этой истории что-то для себя. Я думаю, разработчик вложил сюда большой смысл, просто не все его понимают, а кто поймет, тот молодец. И обязательно подписывайся на канал, ставь лайк, дизлайк, комментируй, подписывайся на все соцсети, ссылочки внизу в описании есть, не забывай подписываться на стрим-канал, там вместе играем, общаемся, знакомимся вживую. Пиши в комментариях свои игрушки для прохождений. Пиши, что на канале хорошо, что плохо, и приводи друзей и подруг на канал. Будет, наверное, весело. Вот такая вот игрушечка. Published by Gaimera Game. Ладненько, ребят, с вами был Бояра, Каналия, и пока-пока.